Друзья, всем привет! Ко мне сегодня в гости приехал Денис и поделится со мной рецептом своих фирменных. Ну как фирменных? Я 2 раза смотрел, как их готовят. Будем сегодня готовить рульки. Значит, в этот раз, чтобы не выглядеть у Тихона быдлом на канале, я, во-первых, не матерюсь, как всегда у него, во-вторых, я приехал специально при галстуке, а он взял и не надел рубашку. Вот Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Так, ну что, я знаю, что мы их будем варить. Да, мы их будем варить с овощичками и со специями. Вот овощички у нас есть лук, перец, чеснок. И у нас есть душистый перец, немножечко гвоздики, прям чутка гвоздики и лавровый лист, наверное, можно показать. Ну и сол. Да, сол. Я тогда разогреваю печку, ставлю разогреваться казан, наливаю воду и темное пиво. Да. А ты подготовишь овощи. А я подготовлю овощи. И темное пиво. Просто вот так вот. Раз пополам. 2 пополам. Тут, в принципе, можно даже без пополама. И вот тут вот можно 1 пополам. Готово ее. Нагружаем специи. И всяко разно лукан, перцы. Опускаем вариться рульки. Надо же немножечко присоляо. Сколько килограмм у тебя в рульке? Здесь килограмма 3. То есть... Ну, плюс еще объем воды, грамм 100 соли точно надо. Ну, закрываем крышкой, забываем часик-полтора. А сами идем подготавливать гарнирчик. Ну, а пока наша рулька варится, мы отправляемся разогревать тандыр, потому что потом мы будем ее запекать в глазировке, да? Да, мы подготовим глазировочку, блендером ее пробьем. Вот, ну и гарнирчик еще подготовим. Отлично. Гарнирчик вот реально фирменный. Разогреваем тандыр. Ну что, наварилась рулька наша, нам надо сейчас сделать для нее хорошечный глейз и гарнир. Соответственно, гарнир на тебе. Да. Бекон немножко надо нарубать. Капусту, в принципе, можно тоже 2-3 раза вот так вот ножом сделать. Угу. И бекон закидываем жарить В казан. в казан. Окей. А из чего состоит глазировка? А глазировка состоит из масла обыкновенное растительное, соус обыкновенный соевый, немножечко чеснока, мед и обычная столовая горчица. Русская. Русская, да. А это тебе для капусты. Отлично. Я измельчаю бекон, Денис делает соус. Да. Так, в кутер мед немножко вот так вот положил. Хопаньки. Все, enough. Что-то какой-то у меня немножко получилось, даже и не немножко. Ну да ладно, не повредит. Рулик у нас аж на 2. Соус соевый. Вот так вот enough. Масло растительное. Так тоже более чем достаточно. И следом у нас отправляется горчишка. Три зубочка специальных конфеток антисекс. Так, ну и теперь главное что? Главное, надо вот так вот пальцем залезть в наш соус. По вкусу И вот так. получилось и вот так, да. Вот, должен получиться такой медово-чесночно-горчичный вкус. Это прям вот, поверьте мне, как раз вот как показывает Тихон, главное не выбить банку сейчас у тебя, это вот прям оно. Жидкая карамель просто для Да, рульки. да. А я нарезаю бекон. А ты нарезаешь бекон. Весь. Чем больше в капусте бекона, Тем вкуснее капуста. тем вкуснее капуста. И полезнее, естественно. Это же ЗОЖ и ПП.
Мы же готовим рульку, она сама по себе. Конечно, классическая. конечно. Это классический, четкий ЗОЖ. Запускаем Надо попробовать, да, бейкон. тоже? Ну, конечно, блин, с беконом по-другому вообще нельзя. И пока Денис мешает бекон, я еще немного порублю капусту. В капусте у нас слишком много жижи. Мы ее так малеха отжимаем, чтобы жижа осталась большей частью в тарелке. А остальное отправляем в казан к бекону. И туда же отправляю зерновую горчицу. Теперь все это прям надо хорошо-хорошо замешать. Хорошечно. Предлагаю немножко перца нам с тобой надробить и забросить туда же. Мы будем использовать смесь из 4 видов перца. Их нужно хорошенько истолчить. У нас не стоит задача капусту затушить в дым. Она наоборот, она должна хрустеть. И тогда будет прям, обжегся мальца, то, что надо. Просто такая хорошая жареная капуста с беконом. Да, она будет именно вот жареная, не тушеная, мягкая вот эта вот, которая потом превращается в одну большущую соплю, а вот поджаренная и с бекончиком хрустящая, обалденная. Я думаю, что учитывая температуру казана, она у нас с тобой, в общем-то, практически находится в той степени в готовности, которую нам надо. Отлично. Да. Ну что, достаем рульку? Достаем рульки, да, наварив. Ага, раз бомбале. Атас. Выглядит шикарно. И теперь все вот это добрище нам надо прям как следует заглазировать. Нам прям вот, ну для того кубики очень хорошо, чтобы везде глейз прошел у нас, соусешник этот вкуснейший. Ну вот, в принципе, Класс. все так, как нам надо. Теперь тащим их, К тандыру. да, к тандыру. Давайте посмотрим, хорошо ли он прогрелся. Тандыр у нас отлично прогрелся, 250-300 градусов. Решетка уже установлена и тоже разогрелась. Выкладываем наши рульки. Закрываем тандыр. Закрываем нижнюю заслонку. И закрываем задвижку. И греем руки. Нам нужно дождаться, чтобы на наших рульках появилась аппетитная и хорошая корочка. Ну что, достаем? Достаем. Красотки. Как раз закарамелизовалась. Опа. И вот так. Ау. Ну что, Пора пробовать. надрезать. Каждому свой нож. Да, и своя вилка. Так вот, еще с кожей кусочек с нашей офигенской. И вот так. И вот так. И мы не будем мелочиться. Сачамба. Ну, давай За пробовать. твое здоровье.